Всем трейдерам огромный привет. Торговля в реальном времени. Валютная пара фунт-иена. Сигнал на продажу вот здесь в таблице сканера High-Low. Фунт-иена. Вторая строчка сверху. И прямо сейчас продаем. Две позиции идут в рынок. Отлично. Take profit первой позиции 217 500. Take profit второй потянем вот сюда вниз. На уровень поддержки. Первый критерий максимум осциллятора. Зеленый столбик дошел до красного уровня, да. Затем паттерн. И затем пробой вот этой зоны. Видите, где белые точки? На коррекции красной зоне sell. Классическая техника торговли на разворот, да. В боковике паттерн, максимум осциллятора. Уровень сопротивления. Паттерн, максимум осциллятора. Это есть визуальный стимул. То есть то, что вы видите на графике. И вот здесь важно то, что ваш мозг выделяет среди всего хаоса и неопределенности. Так вы становитесь постоянным трейдером. Вижу, делаю. Если я вижу сигнал на high-low сканере и цена находится возле зоны сопротивления, у меня есть паттерн, то я принимаю решение. Очень-очень просто, но в то же время требует от трейдера соблюдения этих правил. Если take profit первой позиции сработает, стоп-лосс второй отправится в безубыток. Классическое правило, да, то есть мы торгуем двумя позициями, чтобы уйти от страха упущенной прибыли и не подвергать свой счет дополнительному риску, потому что если первый тейк сработал, цена идет дальше, ты в любом случае сделаешь деньги, потому что есть вторая позиция и не будешь переживать, да, что цена идет без тебя. И второй момент, то, что не надо открывать новые сделки. Например, если цена идет в твою сторону, ты взял первый тейк, цена идет дальше, и в какой-то момент эмоциональная сторона может перевесить логику, и в итоге ты примешь решение слишком в невыгодном для себя положении, и появится дополнительный риск, потому что новая позиция, новый риск. А здесь уже к моменту срабатывания первого тейка риска открытой позиции больше нет. Потому что стоп-лосс перемещаем без убыток. Да. Сейчас пока рано. Ждем срабатывания первого тейка. Примерно 8 сделок из 10 закрывается с профитом при вот этих условиях. Давайте я еще раз их напомню. Первый осциллятор на максимуме. Уровень слева. Паттерн. Еще важно, что символ есть в таблице High-Low сканера, то есть он не где-то взят с потолка. А если появился в таблице, значит там критерии совпали, рынок находится на боку. Кроме этого у нас есть еще индекс DAX, давайте посмотрим. Здесь сигнал на покупку, но вот сразу смотри, да, вот фунт-иена и DAX. Ты сразу понимаешь, что тебе нужно делать дальше после сетапа, да, который появился на high-low сканере. То есть пришло сообщение, что DAX покупаем. И так как у тебя есть визуальные стимулы в виде конкретных данных индикаторов, уровней, твой мозг дает команду сразу посмотреть на конкретные вещи, потому что он так натренирован. И, например, пришел сигнал на покупку, ты сразу что ищешь? Что ищешь? Уровень слева, поддержки. Где он? Слева, вот он. Вот на зону. Ага. То есть сейчас она находится где-то в воздухе. Хорошо, шаг назад. Все. Вот так ты отделяешь, грубо говоря, мух от котлет. Да, и понимаешь, где твои возможности, а где нет. Возвращаемся к фунт-иене. Потому что по DAX еще далеко. 25 300. Ближайшая зона buy, зона покупок. То есть она должна прийти. Если цена пришла, здесь я жду что? Паттерн. Да. Слабое дно, например, или любую другую конструкцию, которую мы используем в торговле на разворот. И в отдельных случаях паттерна не будет здесь, потому что по факту есть две конфигурации, когда разворачиваются рынки. Цена идет, ударяется об уровень
И это не всегда горизонтальный уровень слева. Это иногда может быть большое круглое число на вашей вертикальной шкале. Ну, например, по DAX 25 тысяч. Да. Не так важно. Цена может удариться, сформировать паттерн, например, двойное слабое дно или подобную конструкцию и отскочить. Или не сделать этого. Удариться и отскочить. То есть без паттерна. И это более сложная форма разворота, она называется V-образный разворот. И более редкая, примерно 20% случаев таких разворотов. Но в этой системе мы можем и такие развороты, и такие захватывать. Потому что других нет. Да? Поэтому, если у меня есть паттерн, то, как правило, это дает более выгодный вход с более коротким стопом. Но V-образный разворот, он очень быстро работает. Буквально в доли минуты цена отрабатывает, да, этот паттерн, и мы можем часть его поймать. То есть не прямо здесь на минимуме, это чуть сложнее, а, скажем, вот в этих зонах войти, да, и поймать очень быстро V-разворот, а иногда V-разворот превращается в новый импульс. Очень часто именно вот так это сопровождается. То есть у вас есть, скажем, импульс вниз, потом вот такой V, да, потом он здесь потопчется, и потом бум, моментум, да, очень сильный. И вы можете вот в этих локациях вот здесь заходить. Если здесь паттерн, например, то тогда в этих точках. Но не всегда он бывает. Да? То есть получается это базовая точка 1, это точка 2. То есть вот здесь. Ну и, соответственно, мы можем поймать большую часть разворота. В общем, ждем сейчас фунт-иену. Да, здесь как раз классический вариант разворота. Больше пока ничего нет на радарах сегодня. Фунт-иена и DAX. Ну, если мы торгуем в Европу, в принципе, здесь не очень большой список символов, которые мы можем торговать. Это иена, доллар, иена, фунт, иена, DAX, индекс Великобритании и реже фунт, доллар, евро, доллар. Вот такой небольшой перечень. Бывает, иногда выстреливает золото или нефть, но там, процентов 70 времени это вот эти символы. То есть Европа, она очень узкая в плане, можно сказать, возможностей, потому что символов мало, которые мы можем действительно там торговать и которые дают профит. Да, это важно. В Америку таких ограничений нет. Я не беру, когда говорю про Европу, московскую биржу. Там немножко по-другому, она в другое время открывается в 7 утра по Москве, и там акции, фьючи касаемо России, поэтому там другой подход. Там больше символов и другое время, следовательно, мы не пересекаемся практически с Европой. Продаю еще фунт-иену. Фиксирую 2 тейк-профита. Стоп-лосс третьей позиции без убыток. С небольшим запасом. Возьму стоп третьей позиции и подвину ближе к тейкам первых двух. Вот сюда. Посмотрим, будет ли дальше цена падать. Так, ну что, закрылась третья позиция. Отлично, 3 профита, несмотря на такой достаточно слабый день. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. И до встречи в новых видео. Пока-пока.